Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Хорош, хорош. Я еще не успел подготовиться. Хорош. Лучше. Спасибо, спасибо. Взаимно. Так, сейчас, друзья. Так, собственно, ребят, всем привет. Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Открываем мы следующую серию Assassin's Creed. Это у нас Одиссея. Да, как бы немножко в курс дела, то, что я прочитал. Это мультиплатформенная игра в жанре Action RPG. Опять же, Ubisoft. Изданная, разработанная Ubisoft Quebec. Какой-то там, я не знаю, что это. То Монреаль, то Quebec, они там меняются этим. В общем-то, у нас игрушка 2018 года. Игра сама Одиссея является приквелом к Origin, то есть события происходят в Одиссее как бы задолго до Origin, да, истории. Еще кланов этих не было всяких там и так далее. Завоюем Грецию. Да, будем играть, мы то играли в Древнем Египте в истоках, а теперь мы будем играть в Древней Греции. Мы будем, опять же, играть за спартанских наемников Алексиус и Кассандра, потомки легендарного Леонида, царя. Вот как. Вот, собственно, проходить я буду впервые, так что всем приятного просмотра, да, хорошего настроения. Почилим, завоюем. Возможно, да. Так, тут... все, я что тут с непривычки сижу, тут туплю. Ну ладно, запускаемся. Установила вчера игру после стрима метро. Такое, что вы думаете? И сразу же обновление пришло на 10 гигов. Ничего себе там. Я, правда, не знаю, что обновляло. Но что-то там обновило мощно. Обычно обновление, да, как у нас там выходит? Ну, гиг, может быть, там 500-600 мегабайт. Тут 10 гигов. Это напоминает это. Том Клэнси The Division 2. Она сама игра по себе весит. Немало. Как одного выходит, так еще будет. Да, на фончике знак у нас ассасинов и тамплиеров. Такой вот нашел. Вроде ничего смотрится. Итак, а что с игрой? А игра-то говорит, я не запускаюсь. Что-то моргнуло и выбило. А ну давай, не хулигань. Мы Грецию идем завоевывать. Алексиса и Александра. Ну, наверное, за парня, да? Тут, смотрите, мечи, гладиаторы, копии использовали. Ну, на картинке. Я еще не видел. Посмотрим. Ну вот, кажись, запустил. Все как бы нормально. Завтра у нас... Прошли меньше, чем линк, больше, чем... И все прошли, завязывай, да. Завтра у нас, кстати, друзья, да, 2 полковника. Будет DLC начнем. Потом историю Сэма. По метро Exodus. И вот она. Assassin's Creed Одиссея. Музыка тут вообще вот, что в этом... В Origin прикольно, что здесь такое музыкальное сопровождение. Ту-ту-ту-ту-ту. Может быть, типа погромче сделать музыку? Сейчас. Частота воспроизведения музыки. Да нам почаще. Ну, если это, конечно, без авторских прав, то нам бы почаще. Ту-ту-ту. Сложность, друзья. Вот со сложностью я тут что-то и не увидел.
Разрешите ли отключить весь контент, связанный с режимом Story Creator мода? Это не повлияет на ваш журнал истории, над которым вы сейчас работаете. Я не понимаю, что это такое. Типа... Не знаю, может какие-то типа ограничения. Так, а где у нас сложность с вами? Ну, экран точно нет, график точно нет. В игре я не вижу. Цветные, визуальные. Так, звук управления. Ладно, бог с ним, там разберемся. Новое, поехали. Будем смотреть синематик. Да, катсцену я не ставил делать отдельно пока, да, ну. Тоже хочу с вами посмотреть. Царь Леонид из Спарта. Все готово, мой царь. 480 год, битва. Скажи, Диана, Сложность вроде когда ты старт ходил наш с сыном Гоша. на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать. Просто в истоках я помню там 80 или 40 года нашей эры, а это 480 года нашей эры. Представляете, сколько там? С сыном. Но нам Сам царь Леонид. пора встретить свою судьбу. Напоминает из фильма «300 спартанцев». Как-то так. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши, приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Классно, так воодушевительно, скажем так. И что, мне сейчас сразу драться, что ли? Нет? Нет. Просто одной рукой поднял. Представляете, насколько силен? Типа 30 или 40 килограмм еще можно там как-то научиться поднимать, а это просто все тело. Так, ну управление вроде как очень мягкое. А что это? Даже 3. Ага. Понял. Фига себе. Что-то я, походу, всех колю, да, тут такой? По стелсу.
Опа, улетел. Так, а кого дальше-то? Что мне вообще тут просто пробиваться, да? Хорошо. Так, правая кнопка мыши говорит, переключи панель на другие навыки. Что такое? А куда у меня мышка-то улетела? Что происходит? У меня мышка куда-то улетела. Селенч... Вообще огонь просто. А, кодировщик перегружен. А, все, да? Надеялся, что игра не такая требовательная, перегрузила все-таки. Мышка испугалась и убежала. Мышка, да, мышка куда-то класснула на соседний экран. Да нет, вроде нормально все. Так, а что у нас за 4? Это усиление какое-то. А, я вижу все, куда надо идти. Да-да-да. Нам их надо, походу, скинуть. С обрыва. Да, я настолько быстро начал клацать, что у меня мышка повелась. Надо вертикальную синхронизацию посмотреть, чтобы 60 кадров поставить. Вроде устанавливал. Так, это какой-то капитан. Командир, да? Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню. Ну же, перст! Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Попробуй! А, во, пробивает. Прервется сегодня, спартанец! Я напьюсь твоей крови, а птицы выклюют тебе глаза! Попробуй и пойдешь! Ксеркс, царь царей! После боя все склонятся перед ним! Давай же, хватит слов! Ты умрешь! Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут рабами Ксеркса! Кто кого? Я быстрее, по ходу дела. Вы спартанцы! Да. Я в прошлой серии хотел поиграть в таком шлеме, типа гладиаторском, хотел найти. Ну вот, пожалуйста, их тут полно. Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Тьфу! Это слово забудут, когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. До сих пор помню, да? Истории рассказывают про спартанцев. Это был день, который персы не смогут забыть. А завтра Какой злой он. будет день, который запомнит всяк живущий. Наконец. А, это же это, с прошлой части.
Глянь, ассасин. Ух ты, надо же, Лейла. Думаешь, то самое копье? Ну, конечно. Книга лежала буквально на нем. Впервые в жизни мне так повезло. Обалдеть. Ладно, запускай. А этой штуке можно доверять? Ну, книга могла... Запускай, Виктория. Как скажешь, босс. Паспорт утопит, Сейчас поэтому включу. и злой. Ну, я только кино смотрел, вот чисто по истории, что он там персов отбивал и так далее. Ну, наверное, все так смотрели. А тут прям С прошлого раза поучаствовать. кое-что изменилось. За технологическим прогрессом в наши дни не угнаться. Если не боишься, я включу максимальную сенсорную синхронизацию. Вы любите боль, и вы ее получите, если вам удастся дойти до конца. Считайте себя чемпионом. Уровень сложности можно изменить в любой момент. Врубай на полную. Посмотрим, Да. на что способна проверка. Правильно. Если Ух, играть, то страдать можно. будем. Но если будет слишком напряженно, я всегда могу изменить настройки. Тут показано, сколько информации ты получаешь, находясь в анимусе. Так, выбери режим игры. А это что такое режим герой? Классический режим игры отметки отображаются всегда, и игрок автоматически получает информацию о целях и заданиях. Подожди, а тут разве орла этого нету, да? Или хотя бы как он там, зрение. Режим исследовать. Новый режим игры. Игроку необходимо исследовать мир, чтобы раскрыть место положения цели, отыскать. Сразу по жести. Да, ну чтобы это... Было интересно боевки, а не так, ты там прокачал какой-то лук или там еще что-то и все. Тырь. Раскрывать место, сейчас положение цели, отыскать места, выполнение заданий. Игра Одиссея рассчитана на прохождение именно в этом режиме. То есть, смотри, я так полагаю, что я должен буду сам что-то находить, какие-то отметки, бегать, рыскать. Да, вот квест, допустим, найти там что-то, вот как я по истокам, да, рассуждаю. Ты орла вызвал, такой раз, и отметки поставил, такой, все, туда-туда. А тут предлагается сделать именно самому это все. А тут классический режим, отметки будут отображаться. Давай, исследователь. Волноваться. Давай. Я разберусь. Немного самостоятельно. Я знаю, что вы у меня есть, там, если что, подскажете. Дай знать, Без спойлеров. если понадобится помощь. Подсказки всегда можно включить. Послушай, Лейла, пока ты еще здесь, если автор... А боевку, да, я хочу позаморачиваться, типа. Источник этой информации весьма ненадежен. Хоть Геродот и историк, в его трудах Посмотрим. говорится и о магии, и о воле богов. Он не Гомер. Он был первым в мире историком. Его тексты гораздо более достоверны, чем кажется. Если мы хотим найти артефакты Ису, почему бы не довериться человеку, который был знаком с их потомком? Знаю, но доверься мне. Возможно, ты права. И копье, и книга ничего не стоят. Но если вдруг нет, нельзя позволить Абстерго выяснить это первыми. Ты права, да и терять нам особо нечего. Но есть одна проблемка. Какая? Рукопись, мягко говоря, в неважном состоянии. А образцы ДНК на копье принадлежат двум разным людям. Какой цепочке ДНК мы будем следовать? Выбор за тобой. Проспойлерить могу пол игры, пока еще сам не прошел, перед их небольшой от нее. А, точно, ты же тоже играешь. Смотри, тут как бы, да, Ричард, видишь, Мишанька, тоже, который к нам приходит, да, заходит, он говорит, что в этой части он не понял, тоже проходил игру, как бы, ну, это его точка зрения, что он не понял, какой тут сюжет. Поэтому тут надо немножко вчитываться, и чтобы понимание было какое-то. Но как основного тут, видишь, нету, вот я как понимаю, нету этого, всяких там кредо и так далее. Тут мы чисто за вот этого Леонида потомки. Будем рубиться за них, как наемники. Да, там, и так далее. Вот. По поводу Абстерго, они, опять же, тут пытаются что-то собрать, это копье, какие-то ДНК, какие-то боги. Там же в Древней Греции кто там? Зевс, Аполлоны, Медуза, Горгона, или как она там? Короче, вот такие. Возможно, они их тут перечисляют в диалогах, как боги. Может быть, нет. Так, Кассандра. Ну, Кассандра, наверное, няшная, все за нее играют. Я пойду, наверное, по Он выведет нас на мужской линии Порядок, босс. персонажа. Готова отправляться.
431 год до нашей эры. Начало Пелопонесской войны. Удачи. Не хочу пугать, но наши судьбы в твоих руках. В этот раз мы Вот. Да там богов Если достигли. Геродот не ошибся, и мы действительно найдем артефакт, Согласен. Ассасины смогут возродиться вновь. Ты справишься. И еще, Виктория, прочитай книгу. Она содержит разгадки, которые понадобятся мне позже. Да, капитан. Причем я, например, Древней Греции, я тоже бы отнес бы бога Ра к их, как этому божеству. Хотя на самом деле, наверное, там не бог Ра. Ну, бог солнца, типа. А Ра это как раз таки в Египте был. А я бы спутал, к примеру, ну, остров Кефалиния. Ух ты. Друзья, если авторские права будут, потом при записи просмотра, если кто будет смотреть, я, наверное, вырежу. Картинка будет, звука не будет. Соколенок. А кто это? Орел? Орел. Хотя я их тоже путаю. Беркут, орлы. Эй, Влакас! Слезай! Влакас? Я ж подумал, Валакас. Циклоп шлет тебе весточку. Передай, пусть засунет ее. За ту неделю! Просто птиц. Марлак! Не, это орел или берку, там же видно. Ну просто птиц, да, можно. Типа пёсель, птиц, да. Беспощаден! Так нападай! А ты подойди чуть ближе. Пора бы знать. Циклоп всегда получает свое. Ты получишь урок. Если циклопу так не имется, пусть приходит сам. Ох, что-то мне там опять накидали. Клопа! А, Эцу, смотри. Эцу. Топор. Ботинки. Я не знаю, что это, к чему это. Мы потом будем разбираться, видимо. Миланский меч, пояс Эцу. Римские одежды Эцу. Так, ну, ребят. У меня тут бой, а вы... Видимо, пока не закончите мне шмотки выдавать. Какие-то начальные. Бой не начнется, да? Ну, сменить это я понял. Колесик мыши. Сейчас такой раз меня убили, качественного удара, и опять игра начинается. Опять выдают предметы, и опять сидим смотрим. Сменить цель. Что-то и не пойму. Сменить выбранную цель. Зачем? Я поставил. Что делать-то? Опа, F1. А, FPS 60 показывает. Все, о, четко, четко. Ого. Вам видно же, да? Типа ядра сколько там. Нагрузка на ЦПУ 20%. Сама игра. ГПУ 86 загрузка. Бей, а как бить-то?
За ту? Каждую неделю такое. Каждую неделю, говорит, такое. Они приходят и получают, приходят и получают. Не могу. Им, видимо, это нравится. О, птица. Птичка. Спасибо за помощь. Что с тобой стряслось? Ничего. Все уже в порядке. Снова циклоп, да? Неужто он не выучил? Вот, циклопа тоже тут. Как видишь. Конечно. Не стесняйся. Тоже хочешь есть икар? Икар. А как ты думаешь, Зевс даст мне орла? Так же, как и тебе, Алексиус? О, видишь, орелик. Птичка. Может, попросишь его? Орла. Я попрошу Зевса. А тут еще выбор в диалогах, оказывается, смотри. Замолвлю за тебя словечко. Дождалась. Ну, зачем ты тут? О, чуть не забыла. Тебя ищет Маркус. Чего еще хочет этот плут? Не знаю. Просит навестить его в новом Да, доме. Ричард, сколько по времени наиграл? Виноградника. Делись. Стоп. Виноградник? Малака. Он у дороги в Сами. Теперь Маркус разбогатеет. Когда Маркус купил виноградник? Давай. У него виноградник? Со вчера, кажется. Так, Маркос должен мне, но скупает виноградники. На чьи деньги? Не знаю. Такое бывает. И где мне искать его новое дивное поместье? Знаешь статую Зевса на горе Энос? К югу от нее. К югу от нее. Ну, думаю, надо зайти к нему. Спасибо. Я скажу ему, что ты придешь. Ой, больно. Больно, говорит. Пришли. Так, выбор, который вы делаете, может иметь как очевидные, так и неочевидные последствия. Взвешивайте свои решения, так как некоторые из них влияют на сюжет. Их нельзя изменить. Так, продолжить. Убирайтесь отсюда. Довольно. Скажите своему уродцу, что если пришлет вас снова, я скормлю его единственный глаз своему орлу. Пойду к Маркосу. Вот только оденусь. Награда. Больше 100 часов, но я по сюжетке мало прошел, так сказать, разведаю мир и прохожу побочные задания и квесты. Больше 100 часов. Какой? Забери, говорит, снаряжение. Нажми Shift, чтобы подняться. Так. А как тут цели подмечиваются? Или вообще они тут подмечиваются? Больше 100 часов. Смотри, я в Origin. Сколько у меня получается там, к примеру? 15 серий по 3 часа в среднем. Это 45 часов. Ну там уже вот эта прокачка, она немножко наскучивает. Ну, пожалуй. Нажми один... Ай, чтобы открыть меню. Давай, поехали. Такс. Давайте будем смотреть, что у нас тут есть по факту. Кожа, понятно. Железо, дерево, да, оливы, да. Древние таблички какие-то. Стекло и камни. Ну, в целом, как и в Original, да, какие-то у нас есть ресурсы. Далее, способности пока подождут. Вариант 2, вариант 1. Тут несколько вариантов одеяния можно, наверное, сделать, да? Ну, типа билд.
верный, но сломанный лук, который можно починить. Карту открой и поймешь меньше, чем линк больше, чем. А, сейчас. Так. Гравировка. Оружие ближнего боя. Луки. Голова. Грудь. Минус 15 ко времени восстановления боевого клича Ареса после убийства. А, Арес, бог войны, там, по-моему. Тут я только не пойму. Тут это гравировки. Это, видимо, татушки. 35, минус 35%. Что значит минус 15, минус 35? Это, то есть, насколько быстрее восстанавливается. Удар героя после успешного парирования, восстановление боевого клича. Давай с луками. Удар героя, боевой клич. Так, выбрать пока не могу. Или могу? А, посети кузнеца, чтобы с помощью придать своему снаряжению дополнительные свойства. Понятно. На оружие наносится. Угу. Спасибо. Если что, я это... Да, там еще кузнецу. Приблизительно понимаю. Миланский меч. Ух ты, ё-моё. Ну, тут видно, да, что есть. Для гравировки посетите кузнеца. Тут еще справа, слева, смотри, точки. Плюс 3 урона от мечей. От тяжелого клинкового оружия плюс 7% урона воина. Какой меч, а? «21», все понятно. Тут также все это имеется. Броня, да, там. Это Эцио, это шлема убийцы, странника, воина. Эцио под мечи, а это под воина, я вижу. Вроде бы, если правильно я понимаю. Эцио убийца, тут воина. Давай пока воина сделаем. Что там у меня есть еще? Туника Стия. Так, а ломать тут можно? Да, можно. Вот так вот. Первого уровня, типа. Я не думаю, что она мне сейчас нужна. Потому что первого уровня какие-то есть шмоточки. Что я тут еще не посмотрел? Также есть задание, да? Одиссея, все. Так. Отслеживание есть, карта. Нахождение цели. Ищите свои цели, используя подсказки к заданию в верхнем левом углу экрана и информация на карте. Когда вы определитесь, какую область исследовать, нажмите пробел, чтобы поставить метку на карте. Но нам Зевса. Да. Не, ну карта здорова. Понятное дело. Так, где у нас искать-то? Не открытая. Найди Марка. А, вот Маркоса и поговори с ним. Маркос купил новый виноградник. Кефалиния. Он находится на южной части горы Энос. Если на южной части горы Энос, то получается он где-то вот здесь вот. То
То есть юг, север, восток, запад. Приблизительно он где-то вот тут вот должен быть. И Кали какой-то. А, тут тоже, типа, ребята, если какие-то проходили, умерли, то за них, типа, мстить. Нажми М. Да-да, обучение это хорошо. Иногда полезно. Кузница, так, это я понял. А как это-то... А, тут тоже Сива есть. Тут, как он... Икар, вот, Икаром назвал. Икар, да. Вспоминаю. Так, shift, понял. Shift, прыгаем, бегаем. Оленинка. Да, с топором-то. Лук. Дай мне лук. Угу. 5 уровня, говорит, лук только возьмешь. Зафиксировал. Зафиксировал. А крокодилы вот эти, как они, бегемоты там. Ну, наверное, тут что-то должно быть. Раз уже оленинка бегает, или кто там, козлятинка. Афинский леноторакс какой-то. Во, высказал. Прочитал. Стелс. Хрюшки есть. Миша, Ганс, здравствуй. игра новенькая уже у тебя. Хорошего прохождения. Спасибо большое. Да, это у нас Одиссея, да, после Origin идет. Есть такое. Ее проходим, потом до Вальхалла, там недалеко. Что здесь произошло? Только вопрос, надо бы ее пройти как-то, да, сначала разобраться. Так, что здесь произошло? Приятного просмотра. Да, добро пожаловать. Ага. Древне. Нового в этой игре заметил. Ну, пока... Да я пока не берусь судить, что нового. Ну как, она посвежее. И все. Ну, конкретных отличий пока не вижу, так скажем. Оптимизирование, да, туда-сюда, там какие-то новшества. Ну, может быть, в боевке, вот, прикольно. Таланты юзать. Так, слушай, а как тут по деревьям-то, собственно, вообще? Он не прыгает так? А, вот. Не понял. Погоди, братан. А почему ты не залазишь? Нет. Так не работает. Возможно, вот так. Опа. А сам проходил Ганс ее? Игру? Или только видел? А зачем тебе на дерево? А я хотел бы вот этот вот сундук взять. Или что тут показано? Сейчас покажу. Вот. Вот эту штуку. Я только не понимаю, как он тут... Посмотрим, во что ты вляпался в этот раз, Маркос. Как он залазит. Вот смотри, сейчас.
Сейчас, секунду. Куда ты? Мне тут напоминает, типа, как, знаешь, за Конором, когда играли, индеец, по-моему, правильно если говорится, да? Да, индеец. То это самое, у него, типа, такой же. Надо залезть на одно дерево, чтобы перескочить на другое. Он конкретно прям не лезет по этому дереву стволу. Он как-то с соседних только перелазит. Это обозначение местности. Спасибо. Чтоб я не мучился и не страдал фигней какой-то там прыжками. Ну, обозначение местности вообще вот у меня написано. Древняя Каусос. О, все. А что здесь произошло-то? О боги, спалили всю деревню и так далее. Так, что ты заметил, что поменялось? Что тут поменялось? Ну, боевка поменялась, очевидно. Графа, возможно, улучшилась. Ловкое убийство. Сколько там? 4000? Озвучка, ну это понятно. Меня волк чуть не съел, да ладно. Нужен лук, срочно. Задание убийца зверей. Стой, друзья. У меня вся амуниция подвойна. Я ж типа парировать должен. Угу. Давай попробуем еще раз. Тут железо просто так валяется. Ну, типа, можно собирать. Найди... Так, ищем. Ищем. Вот, виноградник. Это типа локация показана. Все, я теперь буду знать. Вот, спасибо. На самом деле, а так бы... Это как, знаешь, это... С каким-то квестом связано было в истоках, когда я искал какое-то сокровище. Мучился. Показать цели в этой области. Там кнопка R, здесь кнопка Alt. А что это за... Это письмена должны... Вон они. Письмена какие-то, да? Вперед. Все я пытаюсь, короче, по стелсу. Ну какой я стелс? Я взял топор и одел доспехи воина. И все в стелсе. Прах к праху, Греция, Кефалиния. Когда настают тяжелые времена, так легко отвернуться от богов. Отправляйтесь в сюжетный храм в Каусосе, в проклятой долине Пали. Туда, где однажды служитель отказался от веры ради новой жизни пирата. Ты найдешь меня в кучке пепла. Так, Ганс, а ты так и не ответил. Ты играл в нее, нет? Воронин, генерал наш. Дружище. Поделись своим впечатлением. А тут, блин, я так привык к этому, от хуит хэт, или как она? Маркус, послушай меня. Так нельзя. Что? Я тут главный. Сажаю, что хочу. Здесь виноград погибнет. Причем... Ага, нам денег должен. Сажать, что хочу. Что ты знаешь о прошлом, друг мой? Вместе мы совершим переворот в виноделии. Поверь, ты еще вспомнишь об этом дне.
Алексиос, слава богам, Феба тебя нашла. Я тебя слышу. Я волновался. Тебя ищут люди Циклопа. Ты в опасности. Жаль, что твое предупреждение запоздало. Но это не важно. Ты купил виноградник, Маркос? Виноградник? А что? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Ты не знаешь, как делать вино? Ты ведь ничего не понимаешь в виноделии. Я быстро учусь. Сажаешь виноград и делаешь вино. Классно учится, да? Все просто. Ты должен понимать, что у меня есть план. У Маркоса всегда есть план. Ладно, ты можешь мне вернуть деньги? Могу ли я вернуть тебе деньги? Конечно, конечно. Хотя нет, то есть не сейчас. Так достань их. Конечно, Алексиос, конечно. Но, может, ты сам забери их у торговцев сами. Я в таком не силен, сам знаешь. Я должен отнять свои деньги. Они заждались тебя в сами, друг мой. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Дурис, говорит. У нее даже не говорит сам за себя. Дурис. Дурис, опять? Зачем ты постоянно даешь ему деньги? Он верный друг. Я не хочу, чтобы он голодал. Ты хороший друг, но слишком щедрый. Так, где Дурис, короче? В сами, лавка с видом на пристань. Ты и так знаешь, Алексиос. Будет ли он там? Ты путаешь меня с Пифией. Откуда мне знать? Пифи, по-моему, гадалка, да? Как мне поступить с ним? Не так, как с тем торговцем оливковым маслом. Ты перестарался. Из матрицы. Но деньги достал. Вспомнил. И больше он с нами не работает. Нужно быть дальновиднее, Алексиос. Угрожать, припугнуть сколько угодно. Кради деньги, если нужно, но оставь мне покупателей. Убивай только в крайнем случае. Надеюсь, мои деньги у него. Жаль продавать наш виноградник. Считай, что деньги у тебя. Потом нам нужно будет обсудить кое-что еще. Потом. Ладно, но я возьму коня. Жарко, да и далеко для пешей прогулки. Но подумай о выгоде, Маркос. Это в общих интересах. Верно, друг мой, верно. Можешь выбирать. Так. Какого, друзья, мы возьмем? А разница есть в этих конях? Я готов сделать выбор. И какого же? Я беру рыженького. Чудный выбор, чудный. Но у этой породы есть пара странностей. Не хотелось бы, чтобы тебе достался такой конь. Вот этот. Ты уверен? А что за странности-то? Мне надо было послушать, видимо, да? Выигрыши всем хорошо. Это сам великий Фобос. Он никогда не подводил. Фобос. Но он странный, говорит. Приходи к храму в сами, когда ты получишь свои деньги. Эфтерпа, вина еще достаточно. Не бойся. Не сейчас, глупец. Фебу похитили. Кто? Прихвостни Циклопа, кто еще? Утащили прямо с дороги. Куда они пошли? В сторону пляжа Ктимены. К пляжу? Она умеет плавать? Я найду ее. Да, иди. Но не забудьте про Дуриса, Алексиос. Так, Зет следует по дороге. Подожди. Голодные боги какие-то. Ну я понял тут то, что Д. Ричард, да, написал.
Посмотри, говорит, на карту. То есть тут по этим континентам, по кускам вот этим проходится локация, да? Берется и выполняется, проходится. Хорошо. Также, да, есть автоматическое управление. Радует. Так, а что, кстати, по способностям? У меня хотя бы есть одна способность-то? О, смотри, у меня Микенский скакун. Редкий внешний вид Фобуса. А это просто Фобус. Не только быстрый, но и ловкий скакун, хорошо справляющийся с короткими дистанциями. Но и отличный спутник. Их часто заменяют на золото, медь, стекло и слоновую кость, а иногда и запрягают боевые колесницы. Так, ну пока веса тут я не вижу, чтобы какой-то был. Мы потом с вами поменяем. Разломаем все, что нужно, что не нужно. Скоро появится, да? Ой, тут получение уровня. Зарабатывая опыт, вы повышаете свой уровень, получаете очки способности, которые можно тратить на... Так. Новые способности становятся доступны со временем и впоследствии могут быть улучшены. Еще способности, то есть улучшены. То есть тут не как в истоках, да, ты, допустим, выбрал один, чтобы потом он открыл доступ к другому, а другой стоит там 2 очка, 3 очка способности. Тут даже способности можно улучшать. Нажми В, чтобы управлять орлом. А зрение есть у меня? Удержите Shift, чтобы прыгнуть. Ну, это базовый свист, да, и так далее. Кушка, пробит, это парирование. М, начать медитацию. Держите X, чтобы... Блин, музыка. Воин, охотник, убийца. О, это Спарта, да. Пошел. Джеронимо. Ладно. Ну, понятно, да? Ребят, поделитесь своими впечатлениями. Есть. Удерживай Ви. Удерживаю. Нету. Вот орел есть. А вот В удерживаю, его нету. Не работает пока что. Не знаю почему. Вот они. Я подкрадусь к этим Малакас. Тихо. Я подкрадусь. Ну это ж не про меня. Значит, надо будет навык открыть. Да, мне тоже кажется, зрение вот это надо открывать. Это как вот, говорю, позавчера в Одиссее было. Не могу понять, как бомбу ставить. Молчи или затяну веревку. Вроде талант выбрала, а не поставил. Ее выкуп для циклопа. Никто меня не выкупит. Все бедные. Ой, вы еще и детей. Ну что ж, осуждаю. Помолчи, Феба. Пригнитесь, чтобы... Прячусь в высокой траве. F, да? Ага, F. Нельзя дать остальным уйти. Нажми X, чтобы свистнуть. Кто свистел? Да, Ричард, ты за кого? За охотника, за бойца? За убийцу? Так, а это уже в доспехах какой-то, посмотри. Будет следующим.
уведу отсюда Фебу. Алексиус, я тут. Сейчас. Сейчас, подожди секунду, мы с тобой тут все это дело спрячем. За всех сразу меньше, чем Линк больше, чем. За всех сразу? А, ну я понял. Это как я и в предыдущей части, в принципе. И этого, и того взял, да, и... Ну, навыки я имею в виду. Потому что они, как показались, реально нужные. Ты жива? Да ничего, в тот раз мне рот заткнули тряпкой, чтобы не кусалась. Чтобы не кусалась. Феба, будь осторожен. Молодец. Теперь одна ведь. Не дает себя в обиду. Родители мертвы. Но у меня есть ты. А у тебя я и Маркус. Мы твоя семья, да? Используй все свои навыки! Не сдавайся! Борись! Ага. Вставай! Ну! Да, отец. Спартанец встает сразу, как упал. Подними его. Ноги шире. Солдат не должен упасть. М? Да. Да. Нападай! Довольно, Николаус. Солнце садится. Пора поесть, согласен? Привет, Мишанька, привет, добро пожаловать. Что мы будем есть? Предлагаю съесть малышку Кассандру. Она ведь такая вкусная. Нет, не ее! Лучше меня, я вкуснее! Да, ты сладкий, как мед. Давай. А, сестричка его. Горит. Вот. Уложи ее спать. Да, отец. Сын. Ты моя главная гордость. Не забывай. Ты принесешь нашей семье славу. Иди. Тут советую бойца качать. Бойца качать, Миш. Ну тут уже, видишь, да Ричард говорит, я всех качал потихоньку. За всех, говорит, играю. Не переживай. Чтобы быть как ты? Главное присматривать друг за другом. Особенно Пинок. Кстати, те типы об этом говорили. Что они сказали? Циклоп объявил за тебя награду. А, Пинок. Талос хочет тебя убить. Талос? Наемник? О, когда же все это закончится? Лучше тебе опередить его. Говорят, он очень жестокий. Я найду дорогу в город. Спасибо. Талос, значит? Только Охотник за головами выслеживает нас. снова нос ломать. Придется мне с этим разобраться. Вот, за вами находятся охотники, такие как Талос. Это урожденные наемники, которые будут выслеживать вас до тех пор, пока за вашу голову объявлена награда. Обычно вы можете заплатить их нанимателю, однако откупиться от циклопа нельзя. Ранг 9. Клевый Шайленем. Клевый шлем. А, Мишань, там да, там награду подавали какую-то. Там Эцио дали, типа, по стелсу убивать убийцу. Вот, сейчас покажу. Капюшон Эцио вот такой. И шлем Странника Севера дали. Но он, типа, для бойцов. Вот урон воина, урон тяжелому, крит урон. Так, сейчас. Что там по снаряжению? Вообще, почему бойца там есть хилка в бою?
Ну, пока рано про способности говорить. Сейчас пока рано. Мне и луки, в принципе, интересно. Используйте кара. Так, стой. Чтобы долго-то не бегать, надо тут посмотреть сюда. Как там? Нет. Фобуса нельзя призвать, запретная зона. Хорошо. Во. Когда вы скачете на Фобусе, держите Z, чтобы отпустить поводья. Придерживайте дороги Е. Мне пока что зрение, я не пойму, как оно. Пам-пам-пам, надо навыки. Ого. Сами. Дурис у себя в лавке. Все, Фобус. Давай, я так дойду, братан. Немножко, видно, изменен геймплей. Типа Shift, кушка уже не свистеть, X свистеть. Зачем украсть? Его тут нет. Алексиос, рад видеть. Алексиос. Как, зрение, удерживайте В? Ну, да Ричард, он сверху писал, он мне предлагал это сделать. Как это нету? Показать? Серьезно нету, что ли? О, гравировка. Требуется. Просто волна показывает, с чем взаимодействовать. А, ну это как и в Одиссее. Мы про это и говорим, Мишань. Я же сказал. Конкретного зрения. Я понял тебя, да, Миш. Как в предыдущих частях. Чтобы он приходил за деньгами сам. А? Но я уже здесь. Слушай, я просрочил выплату. Теперь Маркос требует от меня двойную. У меня столько нет. Значит, не надо было брать деньги в долг. Ты должен был подумать об этом, когда брал деньги, Дурис. Но моя семья. Жарко. Я зол. И ты заплатишь. Всем Сам зрим. знаешь. Вопрос в том, что пострадает первым. Ты или твой товар? Привет, Хайт 32. Добро пожаловать. Сполна. Я не склонюсь перед наемником. Или перед глупцом, что рискнул занять деньги у циклопа. У циклопа? Вот как он купил виноградник. Слушай, я знаю, Маркос тебя спас. Забрал с улицы, когда ты был ребенком. Но пойми, он сошел с ума. В этом ты прав. Я вчера опять писал Забудь о в деньгах. поддержку. Нам услышал с Маркосом меньше, нужно чем Линк, поговорить. больше, чем и Ты простишь мне долг? помогли меньше, Возьми чем хотя бы Линк, меч. больше, чем Он не меньше, чем ахти, но Линк, все равно больше, лучше чем твоей меньше, ржавой чем Линк, железки. больше, чем. Циклоп лютует. Пригодится. Приведи Маркоса в чувство, или вам конец. Короче, я Дурису простил долг. Типа... Вернись к Маркусу. Ты занят, Алексиос? Вот, да, Мишаня, вот этот нету волна, с чем взаимодействовать. Вот я про это и говорю, надо активировать. Опять мне не помогли. Как узнал Алексиус, любая работа хороша, даже самая простая. Илусу, кузнецу с Кефалине были нужны волчьи шкуры, он знал, что Алексис может ему помочь. Это я принял, да? Да, я принял. Что на этот раз-то, Андрей, у тебя произошло? Хоть раз кому-нибудь помогла. Твое время на исходе. Скоро... Громила. Сейчас, друзья. Секундочку.
Поддержку. Я, честно скажу, я ни разу не писал, вроде бы. Да как бы, а зачем писать? О, Мали Хигар. Здравствуй, МП-28-0 там, так далее. Здравствуйте, друзья, добро пожаловать. А что произошло-то, Андрюх? У меня как-то проблем не возникало, поэтому не писал. По какому вопросу? Играешь, устанавливаешь игру, устанавливаешь. У меня как-то было, по-моему, Том Клэнсис, когда этот античит блочил. Тогда разобраться не могли. Там, оказывается, надо было что-то добавлять, какие-то файлы в этот, как он там. Короче, мультивирусник, который ты используешь, что-то там добавить. Как-то надо было. У меня только с этим проблем, но и то это было все на аппаратном уровне. В моем случае. Вот. А Ubisoft использовали свою программную защиту, чтобы читарюк поменьше было. Сейчас, ребята, 2 минуточки. К тому, что если у тебя какого-то рода вопрос возникает по играм, ты пишешь, правильно? Правильно. А что у тебя сломалось? Что у тебя не работает? Сейчас, ребят, секунду. Во. Вроде бы все игры как бы играют, работают. Ubisoft раздают игру Rayman Original. Я ее без проблем запустил. Нажал начать игру, новая игра. Игра начала загрузку и скинула ее несколько раз, нажимил. Не помогло ничего вообще. N меньше чем link, больше чем Х, меньше чем link, больше чем R. Игра начала загрузку и скинула ее несколько раз. Это говорит, может быть, знаешь о чем? О том, что еще сервера, допустим, либо не запущены, либо перегружены, либо еще что-то. Я вот сегодня также игру запускаю, она у меня сбросилась, потом еще раз запустила и заработала. Прям на стриме это все было. Но тут уже, не знаю, может, комп был загруженный, поэтому скинул. А у тебя именно загрузка, может быть, что-то на сетевом уровне. Сейчас, ребят, 2 минуты. Из игры меня не выкинуло, игра не нашла или не смогла сделать файл новой игры, первого сохранения при запуске. Вот там Андрюха-то с годованием. Игра не нашла. Что-то... Я не знаю, честно, Андрей. Я не играл в эту игру. Rayman Origin. Стекло придет за тобой, ему нужны деньги. А можно мне отсрочку? Мы вчера в Лигу Легенд сыграли с Мишаней. Какие у нас впечатления? 3 игры сыграли. Ух! Нас раскатали, да, Мишань? Циклоп раздавит тебя сразу, как вернется на Кефалинию. Циклоп, да. Ну, уже грубить ни к чему.
Ты не можешь прятаться за Нам угрожают. Мстим вечно. Он убьет тебя, его и мелкую девчонку тоже. Понял, конечно. Я найду деньги. Славно. Иначе циклоп скормит тебя своим козом. Как вариант, может, на ютубе решение проблемы можешь найти. Алексиос, судя по твоей улыбке, Дурис отдал тебе драхмы. Улыбки? Я узнал, где ты взял деньги на виноградник. Ты что, совсем с ума сошел? Мы можем вернуть деньги, правда? Уверен, можем. Ты дал глупое обещание, Маркос. Невыполнимое? Но ведь ты непобедим. Ага. Можно, но ты нет. Были времена. Помнишь? Простая жизнь. Ты, говорит, непобедим. Было все, а у тебя, юного, одинокого, ничего. Я подарил тебе мир, открыл для тебя Кефалинию. Алексиос! Кассандра! Такое пока вступление идет, видимо, да, воспоминания. Редкий мне нынче достался улов. Спасибо, Андрей. Есть хочешь? Может, договоримся? Я помогу тебе, а ты пару раз поможешь мне, и все выигрыши. Это лучшее предложение. А? Подумай. Стой! Кефалиния. Ха, ну и дар. Без меня ты был никем, но ты прошел долгий путь от бродяги до Мистия со своей лачугой. А теперь циклоп отнимет у меня все. Я не смогу всегда защищать тебя. Меня убьют. О, не бойся его, ты справишься. Как победить его? Блин, такой наивный. Не он же воевать будет, да? Сломанным луком? Вот ты где. От меня не скрыться, прячась в храме, Маркос. Друзила, я только тебя вспоминал. Правда? Мне нужна древесина. Новые луки покорят весь остров. Но я не могу справиться с разбойниками, что мешают поставкам. Конечно, не можешь. Я как раз вводил своего друга Алексиоса в курс дела. Он уже придумал, как тебе помочь. Как тебе помочь? Нормально. Я еще даже не согласился, он уже... Ты же меня знаешь. Есть. Всегда готов. Что я тебе говорил? Можешь положиться на него. Без разницы. С разбойниками нужно покончить. Срочно. Чудная мысль. А мне пора спешить домой. Алексиос, я придумал, как разрешить нашу дилемму. Приходи, как будет время. Если нужна древесина, почини мой сломанный лук. Вот, лук нам нужен, да, обязательно. Я плачу после, но это дело ползет, как улитка. Идем за мной. Я стану богатой, как грез. Луки настолько хороши? Грядет война. Афининам нужны хорошие луки, чтобы одолеть Спарту. Афинянам. И все в выигрыше, ну да.
Ты что, Маркус? А как она сказала? Афинином? Надоело подбирать крошки? На этой войне можно разбогатеть. А еще я слышала, ты спартанец. Так. Это было давно. Я кефалониец. Давай сюда. Держи, как новенький. Лук, достойный самого Геракла. Попробуй. Стреляй по этим мишеням. Вот, хотя бы 40 стрел уже хорошо. Так, ну вот теперь, собственно, загвоздка, да? Как бы первого уровня. Нажмите F для внезапной атаки, чтобы E оглушить противника. Так, выберите способность, чтобы ее использовать. А, вот он глаз. С чем взаимодействовать? Я Андрюх, говорю, может быть, где-то на ютубчике посмотришь решение проблем. Бывают полезности какие-то. Давайте, наверное, я возьму все-таки глаз для начала, да, хотя выбери способность, чтобы ее использовать. А, это как управление стрелой. Угу, из прошлой части. Много стрел. А это типа стелсовая. Так, понятно. Вот. Удерживай, чтобы открыть тайны. Взгляд Афины покажет все, что скрыто в радиусе 15 метров. А следующий 20 метров. Ну, наверное, 25. Все-таки глаз нам тут нужен. Взгляд, точнее. Как это правильно сказать, да? Взгляд. Так, по снаряжению. Я не знаю, как правильно описать проблему. Ну, ты же сам написал, из игры меня выкинул. Напиши, как решить проблему. Выкидывает из игры там Remind Original. Вот так вот. При загрузке. Что-то такое. Чтобы найти на YouTube звездочка. Ну, я уже это... Сейчас, да, сообщение дойдет, описал. Попробуй таким образом. Так, лук создан там 5 уровня. Для гравировки посетите. Так, нам не надо ничего гравировать пока что. Без сучка, без задоринки. Маркос не выполнена... Выкинула, а не загружает новую игру. Вот, не загружает игру... Original, Remind, или как там, и так далее. Так, Маркос придумал очередное. Оказалось, не выполнил так и не так. Давай, второго уровня сначала возьмем. Договор. Добудешь древесину? Давай, мать. Разбойникам Давай. пора потесниться. Договор. Я тебе помогу. Наконец. Маркусу очень повезло, что у него есть ты. Так, где искать? Знаешь, где искать разбойников? Я ремесленница, а не следопыт. Они где-то в горах. Это все, что я знаю. Попробуй начать с лесопилок. А что особенного в этой древесине? Множество лесов. Эти деревья не подходят? Я работаю над новым луком. Более... Адмирал, здравствуй. Добро пожаловать, спасибо. И дальнобойным. Для него нужны деревья, что растут высоко в горах. Все, я пошел. Уж постарайся. И побыстрее. Я разберусь с разбойниками и в 2 счета верну древесину. У меня вечная загрузка игры Обещаю. Ubisoft Launch меньше, чем Link, больше, чем... Знал бы ты, сколько Маркос кормил меня обещаниями, не говорил бы так. Меньше, чем Link, Так, больше, я тебе чем... помогла, Слэш, теперь слэш, пришла твоя очередь. И быстрей. youtube.com/s/gaming/848cb648/email.svg меньше, чем Link, больше, чем... Андрюх, ты поменьше бы смайликов рисовал бы. Блин, я их никак не отключу.
Ну, только, я говорю, через YouTube попробуйте решить проблему. А так я не знаю, как тебе помощь оказать. Так, это Талос, каменный кулак. Угу. Но мы сначала идем с вами древесинку искать. Все по порядку. И лук есть у нас теперь, и топор есть. Так, а Мишаня говорит, воина прокачивать. С поддержкой бишек проблемы. Не, понимаешь, смотри. Может быть, у тебя и другая проблема, как бы, то, что я озвучил. Но, возможно, у тебя провайдер что-то там блокирует, либо ставит плагины какие-то, либо... Ох, как эта штука-то называется-то? Когда ты интернет-то подрубаешь что-то из другой стороны. Возможно, ты этой фигней пользуешься. Потому что реально это фигня. Вот. Если блокирую, значит, есть за что. Вот. Ну, короче, как-то надо искать решение, да и все. У тебя проблем, у меня нет проблем. Ну. У кого-то, может быть, тоже есть. Зашло тут. Огляжусь. VPN. Вот, VPN, да-да-да, да, речь. Смерть с небес. Все максимально отрублено. Почему я говорю про, к примеру, про VPN? Потому что у меня сын такой тоже влупил в VPN. Зачем, я вообще понятия не имею. Я ему высказал за это, да. Потом на Windows VPN включается, по-моему, 11 у него стояло. Там VPN, и представляешь, там 2-3 VPN. Плюс еще антивирус мы Касперский ставили. Там тоже VPN. И у него на компе стояло там 3 или 4 VPN, плюс 2 антивируса или 3 работало. Касперский, Windowsовский, и он еще установил там какой-то бесплатный. И в итоге у него 3 VPN, 3 антивируса, и тут прям ума даешься. Как у него там вообще что-то должно работать. Виктор, спасибо, добро пожаловать. Здесь море следов. Группа людей ушла на запад. Как бы я не утверждаю, что там что-то у тебя плохое или что-то там стоит. Ну, просто надо как-то с этим разобраться вопросом, да и все. Груз забрали, повозку бросили. С такой ношей вор не мог уйти далеко. Так. Я все VPN удалил сразу, когда они перестали мне быть нужны. Я их даже, кстати, не ставил никогда. Так, воры. Антивирусники все отключены, даже Windows. Ты не думаешь, что это может быть в игре или у тебя, к примеру, как вариант, ну, проблема? Может, действительно не работают сервера, откуда ты пытаешься закачать? Так, стой. Там сундук. Там за мной кто охотится. Добыча зверь. Там цели. Лесной склад. А все равно показано, вернитесь назад. Они не могли далеко... Игра запускается, и я могу в меню сидеть без проблем, значит дело в другом. Так, они не могли далеко уйти дальше, чем на 250 метров от нападения. Большая часть ушла на склад древесины. Ну, значит, что-то с интернетом, Андрюх.
Раз ты заходишь в игру, и тебя убивает. Что-то с ним на сетевом уровне. Поэтапно отключай все возможные варианты. Дисконнект. Украсть. А почему, подожди, именно таким вот образом это решается? Это ж типа нехорошо. Типа я ж не вор. Пошел, стырил сундук у бедолага. Они там что-то делали. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Да я даже запускал без инета игру, и N меньше, чем Линк, больше, чем Х, меньше, чем Линк, больше, чем я. Ты же украл, им не понравилось это. Ты же украл. Ну, а как бы мне как делать-то? Смотри. Тут показано, что территория. Да, нужно собрать сундуки. Ты представления не имеешь, что это ихние сундуки. У вас снаряжение неиспользуемое. Подобрать. Игра запускается, но не начинает новую игру. Палки бросил. Так, а где мне, подожди, тогда искать-то? Стой, давай разбираться, ребят. Вот это, конечно, загадочка. Что случилось во время нападения? Они, большая часть ушла на запад склада древесины. Может быть, где-то здесь. Я его вообще не убью. Опять украсть. Ты предыдущую область не дорасследовал. Да, я уже понял, меня туда ведет. 120 метров. Не, ну смотри, предыдущая область, как она? Говорит нам. Типа, тут следы, тут телега. И все при этом. Какое-то взаимодействие оно не пока... А, вот, понял. Убит выстрелом в спину. Дело рук разбойников. Икар, нажмите М. Поставку перехватили разбойники, они не могли уйти дальше, чем на 250. Не полностью закрашено. Стой. В парящем виде Икар может отмечать цели. Это мое первое задание, и тут задание немножко по заморочению сделали, так скажем. Это и есть лагерь разбойников. Понял. Типа, смотри, Икар тоже далеко не видит. У него тоже есть какие-то свои, углы
Или дальность зрения. А я еще выбрал там самый хардкор, да? По жести, что было. Тяжеловато. Что со шкурами? Еще и кар. А, прокачается еще и... Хорош, хорош, хорош. Так, заберите сокровища 2 штуки. Склад древесины. Теперь есть геймпад, но не знаю, во что на нем играть меньше, чем Линк, больше, чем. Геймпадик приобрел. Мои поздравления. Ох, я, например, вот честно никак не могу с этими геймпадами подружиться. Так, 2 сундука видим мы, да? Один в палатке. С какой тут стороны-то начать? Дальнего сначала с лука. DualSense от Playki 5. Лук натягивается интересно. Сначала показано, что не убьешь, потом тетиву дотягиваешь до упора. И он уже только после этого ваншотает. Драхмы. Хорошо. Мне больше всего флорены запомнились. Это, по-моему, где-то там Эцо. Ну тут уже смотри, воровать-то типа мне показано, что ты не воруешь, ты просто забираешь. Ну а как еще это? Воры? Бандиты? Убейте капитана. Подожди, подожди. Сначала спрятаться. Потом выцелить. Ого. Ха-ха. Ой ты! Я отравленный, друзья. Подобрать? Не, зачем? Все, во, выполнили, вернитесь. Глянь, тут и волки. И козлятинки. Кто пошел? О, дружище. Тебя освободить? Что с тобой сделать? Не поддается он на разговор. Ты смотри, свежая рыба, какие-то тут семена, какая-то штука. Куда это все? Это просто драхма. Самые противные
примитивные животные это хрюшки, точнее вепри. А, тут еще и хрюшки будут. О, а мишки будут? Михалыча, которая. Так, где мой этот и карта? Во. О, смотри, я и Z нажал, у меня сам побежал. И мишки будут. И мишки будут. Стой, не. Гав. Топор достал, и волк на месте. Так, ну давай мы сейчас кузнецу дерево там, древесинку принесли. Друзила. Воровать нехорошо. Же воитель Маркуса. Не будем больше. Неужели ты выполнил мою просьбу? Я нашел. И мишки, и хрюшки. Я отправил Каиду. Дерево скоро прибудет. Ты правда думаешь, что я поверю наемнику? Я подозревал, что ты мне не поверишь. Так что, вот. Убедись сама. Образец твоей особой древесины. Мне пришлось нелегко. Надеюсь, твои луки будут достойны Аполлона. О, боги! Ты точно от Маркуса? Он никогда не держит слова. Не верится. Мы разные, хоть и работаем вместе. Я верен слову. Бери плату. С Маркусом не делись. С Маркусом не делись. Да Маркус хмырь, да. Так, чтобы открыть новое задание. Так, ну, возможно, бой с Талосом еще рановато. Давай око за око. По снаряжению глянем, что к чему. Очень много ресурсов. А у меня вот вопрос, ребята, а можно тут как в Original поднимать уровень вещей? Ну, там типа плату даешь. Да, допустим, с первого там по пятый, там по третий. Не в курсе вы, не знаете таких особенностей? Есть или нету? Раз получили еще там шкурок всяких разных. Еще бы коня бы мне вот этого продать. Еще и сравнивать, оказывается. Да, можно у кузнеца. Ну, о, спасибо. Спасибо прям. То есть я могу свою амуницию воина, к примеру, поднимать с каждым уровнем. Ну, как вариант. Да, наносить гравировку всякую разную. Могучий Кефал. Жрица. Пошли нам защитника, того, кто достоин твоего копья. Помоги своей жрице в час нужды. Твоя молитва услышана. О, Алексиус, я... Звала? Зачем ты ищешь защитника? Мне нужен боец, что вернет Ну, копье. кофейку хочу сделать. Я изучала Горяченькую. надписи, выгравированные в святилище. Так. Похоже, копье спрятали в пещерах под Кефалинией, когда основали этот храм. Ты можешь отыскать его, скажи. Я награжу тебя. Да, я найду. Если копье еще там, я найду его. Что ж, возможно, тебя прислал Кефал. Так, что за копье Кефал? Копье речь. Алексиус, разве в детстве ты не слышал эту историю? Мне было не... А, Леонида, как копье это. Что ж, может и так. Но ты знаешь, что Кефал основал Кефалинию и был предком Одиссея. Это копье — подарок богов.
Оно всегда попадало в цель. Должно быть, убив копьем жену, он и спрятал его. Зачем он метнул такое копье в жену? На охоте он услышал шум в кустах. Решил, что это олень. Очень грустно. Опасная вещь. Но только если бросать в кого-то. А зачем тебе? Тебе копье. Ты ведь не думаешь стать солдатом, правда? Нет, конечно. Представь, сколько людей придет в храм, узнав, что здесь хранится копье Кефала. Нам пригодятся их пожертвования. Восстановим святилище, накормим голодных в Сами. Так, ладно, а где найти? Где копье? Похоже, оно где-то в пещерах, глубоко под Кефалинией. К северу отсюда есть вход. Сперва поищи там. Маловато сведений. Ты совсем не веришь в богов. Если Кефал пожелает, ты найдешь его копье. Ага. В орла я верю. Делаю, что смогу. Спасибо. Я подготовлю Выкара. святилище. Вы находитесь близко к цели, нажмите В, чтобы вызвать Икара. А, вот, собственно, сам вход. Опа, 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 а там всякие вкусности. Не знаю, у меня выглядит как-то прям очень красочная игра. Прям травинки, тут земелька, все прям красочно. Но на стриме, возможно, не так передается эта передача. Пещера Мелисания. Ага. Удержите Shift, удерживайте. Медузы. Так. Орелик. Икарчик. Надо найти. Заберите сокровища. Так, как тут нырять? Вот так. Во. Как же красиво-то, а? Ребят, я куда? Я где? Это что за команда Кустота? Железо. Удержите Т, чтобы освещать путь факелом. А, во. Угу. А звук реально прям вот как в пещере бежишь. С озвучкой бомба. Где сокровище-то? Подожди, там было последнее сокровище. Факел, куда ты дел факел-то? Все, Т кнопочку. Так, во.
Не знаю, сейчас доступно или нет, но Икар может нападать на противников, клевать их меньше, чем линк больше, чем. Икар может нападать на противников и клевать их? Понял. Да, вот. Вот, он сейчас напал. Он мне помог. Он молодец. Только что-то тут этих козлят прям много. Так я копье так и не нашел, что ли? Я копье так и не нашел. Стоп, а как я его должен найти-то? Исследуй. В режиме полета подлетаешь к противнику, появляется надпись «Напасть», нажимаешь F и Икар нападает. Ага, понял, спасибо, благодарю. Ну, типа на вот этих всяких зверушек он сам, конечно, охоту ведет. Это надо отдать должное. А вот что здесь мне делать? Как это копье найти? Друзья, давайте сейчас я кофеечку сделаю, горяченькую, чаечку и продолжим. Мне кажется, тут надо как-то плыть по каким-то подводным этим всяким конструкциям, там, лабиринтам. Только я выплыл сейчас, видать, в другую сторону. То ли вернуться назад. Ну, короче, сейчас будем что-то решать. Сейчас я налью себе, да, что-то попить горяченького. Продолжим. Ребятки, извиняюсь. Чайничек пока стоит. Мы продолжаем искать копье. Смотри, здесь есть проход. Нет, не так.
Не так, не так, не так. Выйди отсюда. Икар. Квесты, скажем, нелегкие такие, да? Бах на, говорит, ищи. Пещера. Понял. Лесной склад, это не то. Короче, надо нырять. Что-то да укажет тебе, ты не веришь в богов, что-то укажет тебе, ла-ла-ла, она сказала. Как они мне должны указать? Может быть, другое время суток должно быть? Так, это не то же самое? Вроде бы это не то же самое. Фига там падает что-то у нас с крыши. Так, это другой выход получается. Все правильно, тут какие-то грибы, другая локация. Драгоценные камни, железо. Если меня тут заметят, будет плохо. Опа, тут еще и разбойнички сидят, а? Ну, друзья, давай, подходи. Ага, подходи. А вот он и сундук. Но напасть все же стоит. У нас есть люди, у них деньги. Есть, друзья, есть. Копье Кефала. Я слышал, спасибо, спасибо. Так, быстрое перемещение у нас имеется с вами. Ага. Все снимки, значки, переключение значков. Это не то. Вот какой-то выход должен быть. Коня позвал сюда. Да нет. Серьезно, что ли, добежит? Это навряд ли. Точки обзора и корабль, но точки сначала надо посетить, чтобы открылось быстрое перемещение. А, понял. Как и в предыдущей части, да, собственно. То есть быстрое перемещение, потом обзор для орла. Возможно, будет лучше видеть. Спасибо.
Точки. А как тут у нас точки обозначаются? Вот он, видимо, неоткрытое местоположение. Угу. Спасибо большое. Ну, типа, смотри, вот как в предыдущей части, опять же, да, я все сравниваю. Немножко она схожа, но всего лишь немножко. Там ты орлом подсветил, у тебя все показано. А тут, если пещера, то ты попробуй-ка, найди-ка, да? Где-то спрятано. Такая небольшая сложность, чтобы поговорить. Алексиос, ты хочешь поговорить о копье? Да, принес его. Славно. Скажи, копье у тебя? Я дам его тебе. Моим даром храму. А награда? О, я в долгу перед тобой. Если мы как-то можем помочь тебе или твоим друзьям, приходите. Я буду ждать. Помочь твоим друзьям. Ту-ту-ту-ту. Туру-туру-ту-ту-ту-туру-ту. Круто, круто. Не, воровать не буду. Плохо. Так, чайник там, матушка, говорит, вскипел. Сейчас я, ребят, наливаю. Надо разбираться, все-таки сейчас пробовать, как прокачивать оружие. Потому что вот эти вот оружия, они все интересны, но у нас какие-то легендарные топор и меч. Можем с ними взаимодействовать. Сейчас. Так, точки обзора. Ну, у меня, походу, сейчас одна точка обзора. Плюс у нас есть с вами способность, опять же, да, мы прокачали. Одна, да. Так, выбери способность, чтобы использовать ее. Освоить. Уф. Обязательно, обязательно это с ноги удар, это четко. Мне понравилось. Расходует ячейки адреналин, который заполняет при нанесении урона, успешном увороте или парировании, а также при совершении некоторых... А, то есть как выносливость. Расходуйте одну ячейку. У меня их 4. Так, как мне удобно? Давай на единичку, вполне пойдет. 160%, 200%. Легендарный удар. Угу. Понял, понял. Надо что-то такое базовое взять. Нам с вами, да, и потом уже кромсать. Вообще такой грохот. Вы слышали, наверное, да? Я аж испугался. Там с ума сходят. Так, как прокачка? Надо посмотреть именно саму прокачку. Греция, кефалиния, собираешь нырять. Так. Тяжелые времена, так легко отвергаться от богов, отправляйтесь в сожженный храм. Я ни оружие, ни броню, не качал уровня до 35, не хотел ресурсы тратить. Все равно лучше оружие и бронь лучше найдешь, чем имеется на данный момент. Угу. Я понял. Но это как я с луками тоже какое-то время заморачивался. Опять же, если я беру истоки. Качал, а потом по факту какой-то синий лук нашел. Побегал с синим луком, нашел еще какой-то желтый там, и все супер. Также и с щитами. Понравился дар богов, а в итоге нашел какой-то там львиный щит, еще там какой-то красный щит. И они не хуже были ничем. Ну и да, я понимаю.
Типа экономи ресурсы на какой-то более подходящий уровень, а потом все вкачаешь, то, что тебе надо. Пойду я к Зевсу схожу, точку обзора, наверное, открою. Что это даст? А как этот Зевс, этот сын Зевса-то Посейдон? Персей, Посейдон это брат, и Персей сын Посейдона. Ох, там, блин. Так, начнем с пятки. На носок. Через попу на потолок. А я где-то видел, как они, блогеры снимали, не помню, года 2, наверное, назад. На этом писюне повиснут, и давай там видеосъемку вести. Я вспоминаю такое. Так, а где у тебя точка обзора с руки? Что она? Давай посмотрим. Как это... Блин, не, ну красиво. Быстрое перемещение к этому месту. Кроме того, повышает эффективность вот икара, в том числе наука, восприятия и преследования. Вот. Ой, стой. Да ты постой. Да-да-да-да. Надо shift удерживать. А я все по старинке кнопку Е. Опа. Тут уж. А, и выносливость. Угу. Так, ну что далее? Давай по заданиям. Око, так, Око Одиссея, Тефали 5. Леша Новак, здравствуй. Где Леша? Как где? В школе. Учится, брат. Учится. Лех, у него сейчас по урокам тяжеловато. У него немецкий, английский. Вчера вообще с немецкими я просто вытек. Пошли делать немецкий, он в Fortnite сидит, там эти аккаунты клепает. Вы завязывайте с этой херней. С одного переключился, с другого переключился. Не, я не конкретно, что ты, я вот его все ругаю. Его уже вон бабушка ждет. Сейчас, говорит, придет, котлетки, там все матлетки. И уроки. Хотя, по-моему, ты в Fortnite не играешь с ним, да? Вы что-то другое. В КС-очку. Учится, плюс у него с компом там, Лех, тоже какая-то байда. У него жесткий диск отваливается. То есть комп работает, потом перезагрузка идет компьютера. Говорит, жесткого диска нет. Я его выключаю, через 5 минут включаю, все нормально работает. Вот и ты! SSD-шник неплохой, интеловский я брал. Убил разбойников и добыл древесину. Работал без нареканий. Сомневался, друг мой. Ну, твой план? Итак, я должен свести Ну давай, Маркос. с Циклопом. Как? Мой непримиримый друг. Он бы не искал. Тут реальный будет циклоп? Ты, друг мой. Или просто ник? Точно. Но, клянусь, я покончу с этим. Раз он не хочет отзывать своих головорезов, мы сделаем так, чтобы он пожалел об этом. Так, ладно. Продолжай. Излагай, что я должен делать? Ты хотел сказать нам. Я умней и буду тебя направлять, так что мы команда. Ну, конечно. Скажи, чем дорожит Циклоп? Людьми? Землей? Судами? Нет, обсидиановым глазом. Ближе к делу, Маркос. Что за глаз-то? Ладно.
мы украдем его. И не только Ты циклоп тронулся? меньше, чем Линк больше, Сначала чем... деньги, теперь его глаз? С ним мы победим и разбогатеем. Мы убьем 2 зайцев одним глазом. Одним глазом. Сопротивляться, лишиться обоих глаз. Нет, нет, нельзя, чтобы циклоп тебя заметил. Действуй скрытно. Значит, мне пригодится мой новый лук. Циклоп хранит глаз дома, так как очень дорожит им. Мудрое решение, но ты преподашь ему урок. Дождись заката, прокрадись в дом и укради глаз. Сколько? Это, видимо, какой-то амулет, что ли? Прям ценный. Ты видел, сколько дают за обсидиан на Кефалинии? Нет, не видел. Обсидиановый, да. Это не просто обсидиан, он с золотыми прожилками. Золотыми! Не зря циклоп бережет глаз для особых случаев. Выручку мы отдадим ему. Она покроет часть... Представляете, валюта, золото, даже в те времена она реально ценилась. И, наверное, до сих пор, ну не наверное, а до сих пор ценится золото. Хотя и другие есть какие-то металлы, да, там, не менее важные или драгоценные. Где живет циклоп? Ступай в западную часть острова. Его логово там. Я к тому, что это, ну, реальная ценность представляет, а не вот эти вот бумажки всякие. О, золотишко. Ладно. Но в этот раз не жадничай. Что? Зря ты так, Алексиос. Это твоя Зря говоришь так. Принеси мне глаз и поймешь, что заблуждаешься. Не забудь, не выдай себя. Помню. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Так, подожди-ка секунду, циклоп. А циклоп у нас какого вообще уровня-то сам по себе? Жуткая лихорадка у Фэ... А, это у девочки лихорадка. Ну, пойдем поможем. Подожди, твой циклоп с своим глазом. Да, я вон девчульке помогу. Найти глаз. Если он такой ценный, наверняка его спрятали. Ну как там, Маркус? Как всегда. Не отдал деньги и дал новое поручение. Почему он тобой командует? Отец. Я в долгу перед ним. Много лет. А, взял у него деньги? Не совсем. Мало кто решится приютить беглого воришку. Совсем ребенка. А, я ребенок, и у меня все не так уж плохо. Что ты хотела, Феба? Знаешь, Каусус, Город на той стороне острова? Что там? в городе ужасная болезнь. он не Лихорадка. Моя подруга тоже заразилась. Нет, Говорят, могут... я просто это самое говорю отец, потому что он как в роли отца. Ну, типа, кто растит, тот и отец. Я так считаю. Вот, приютил, накормил, там, и так далее. Да, не по крови, но как отец поступил. Повторяю, я не бог. Ну, Икар, Лишь птица. все равно ты можешь помочь. Только я вот сейчас, честно говоря, я что-то пропустил момент, когда он прыгнул на лодку. Он что-то украл, убежал, чтобы не опозорить семью, или там на семью напали. Вот этот момент пропустил в заставке. Ладно, разберусь с этим. Так. Поговори с заболевшими жителями. Пойдем поможем. Топорик вот сейчас двуручный. Как бы топорик топориком. Может быть, какой-то будет меч и щит для воина. Потому что топорик мне надо... Дальше покажут, что случилось. А, вот. Значит, ничего еще не показали. Топорик кажется слишком медленным. Как по мне. Вот, мне бы что-нибудь такое пошустрее. И лица тут, например, Икар, как из прошлой части, не показывает, да, там, где шкуры там находятся, какие там стада обитают, там, звери. Может быть, попозже, когда мы прокачаем Икара.
Так, а эту деревню проходил. О, смотри, сырое мясо дали. Тут, то есть, еще и кушать надо, нет? Или просто как трофей? А, вот, поговорите. Вы убийцы! Убийцы! Да, поговори. Богам нет дела. Мы должны победить болезнь сами. Выбора нет. Спасите! Он нас не отпустит. Что происходит? Так это ж семья. Каусас поразила чума. Умершим не было счета. Болезнь брала верх, и нам пришлось вмешаться. Наша родня и соседи все мертвы. Нам удалось выжить, но сейчас он убьет и нас. Боги покинули нас. Больные должны умереть, или нас... Смотри, у него лук такой, рукоятка. Видали там? Изумруд или что там у него? Почему вы не ищете лекарства? Все бесполезно. Молитвы, жертвы. Лекари нас боятся. Солдаты не отпускают. Боги не слышат наших молитв. Вы сожгли всю деревню? Молитвы не помогли. Нам пришлось действовать. Выжечь болезнь, поразившую Каусас. Но я даже не слышал о чуме. Им уже не помочь. Нет. Не вмешивайся, или я буду вынужден защищать волю богов. Защити нас. Сжалься. Так они здоровые. Не больны. Поправимся. Этого не будет. Только так мы сможем защитить всю Кефалинию от верной погибели. Прошу. У нас дети. Как же они? Лучше иди своей дорогой, Мистей. Да, фиг ты угадал. Отпусти их. Что? Ты не бог. На тебе пятка Зевса. Ха-ха. Боги, блин. Ну как так-то? Так, подобрать это тела. По-моему, собрать там надо. Если есть лут, то пишется собрать. Вот так, да, действует? Говорят, мы вот от имени богов. Такие, раз-раз, их надо вот так. Жопушники. Ты их всех спас. Этот жрец из царства мертвых. Посланник богов. Боги послали Аид? тебя. А, то есть есть еще приверженцы, кто Аиду поклоняется, да? На помощь лекаря. Но идти сможем. Но сперва вот. Брат Зевса и Аида. Этого мало. И как там больше еще? У нас нет. Как у нас там бог войны-то? Блин, вылетел из головы. Так, не, оставьте себе деньги. Вам это нужней. Берегите себя. Ты посланник богов, Алексиос. Доброго пути. Удачи, прощай. А, и тут Феба. Ту-ту-ту-ту, 900 XP. Так, в копилочку. В копилочку. А вот это что? Так, это какие-то персонажи, да? А, можно типа делет, можно скрыть. Не будем, наверное, ничего делать с ними. Пускай они будут. Бродячая акула. Голодные боги. Так, готов к следующему заданию. Вперед! Давай. Стой! Это что ж за баран-то такой? А, глаз. Я тебя вижу. А, глаз циклопа.
Так, глаз циклоп подождет. Мы доберемся до него ведь, правильно? Правильно. Мистей, хочешь свежие овощи? Свежее на кефалине не сыскать. На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем. Поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с кефалинии. Пора двигаться дальше. Понимаю вас. Стой. Как думаешь, он поможет нам? Блин, ну разнообразие есть, да, все равно в квестах, как ни крути. Этому лучше спросить меня. Чума, там, богам, там, что-то это, там, Боишься акул? Икара какого-то там копье. Или кого там. Я никого не боюсь. Как скажешь. Одна голодная акула мешает нам уплыть с кефалинии. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать, мы сможем уплыть с кефалинии. Это ожерелье закопал один старый вор на берегу, у храма. Глупец не подумал. Приливы. Теперь ожерелье принадлежит акуле. Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше. Так, я оставлю... Не. Желание покинуть кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет. Оно в сундуке. Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть. Остальное твое. Овощей, говорят, много, а надежды нет. А надежда на что? Доживите, наоборот, овощи, все свеженькое, вкусненькое. Ладно, убью акулу. Изруби ее. Она на глубине, у развалин Крании, на юге. Разруби ее. А кому принадлежало? Лично есть история. Говорят, ожерелье принадлежало Прокриде. Ну, знаешь, жене Кефала. Оно было его свадебным подарком, символом верности. И мы знаем, чем все закончилось. Как всегда. Кефал хотя бы был с ней, когда она умирала. Где находятся руины? Знаешь затонувший остров Зевса? Где он, там и руины. О! Что ж, акулий храм ждет. После этого я не притронусь к овощам. Храм расположен под водой берегов Кефалинии на юге. Вода мне вообще нравится. Тут, типа, красиво сделана. Водичка поплавает там. Это ж куда нам теперь? Бродячая акула. Угу, я понимаю, да. Куда мне двигаться? Око за око, это глаз циклопа. Подождет этот глаз. Давай. Все, поскакали, друзья. Сейчас на остров Зевса. Кефала. Там, блин, этих братьев, сестров по мифологии или по истории. Запоминать бы это все. Там Египет, тут Греция, тут... Там еще как это, богиня любви, бог этого войны, там брат, сестра, мать, сват, там дед, отец. Надеюсь, сами все тот же. Отдайте волчьи шкуры. Задание рядом. Да подождите его, ребят. Ой, украл. Я не хотел, извините. Стой, стой, стой. Работа наемником. Да не путайте меня, подожди. У кого тут лодка? Мне самому плыть? Не, ну я могу. Я ж типа иногда водолаз.
Вода. Не, вода прозрачная, если так присмотреться. Довольно-таки. А так зеленоватая. Опыта подсыпали. Ну, смотри, когда в то время богатая прям, смотри, рыбка. Удочка там, спиннинг сейчас бы, да? Сесть прям. Так, найдите Быть осторожным. острокон. Стой, что там еще? Сокровища и древнюю табличку. Понял. Так, первый есть. Второй есть. 4-й уровень, они. Дворец Одиссея. Храм расположен под водой у берегов. На юге древних развалин Крании. Храм находится рядом с островом Зевса. И табличка тут. Так. Под водой, рядом с островом. Возможно, это вот эта штука. Вот прям на воде. Если под водой. А что-то у него полуприседи и выносливости меньше. Типа присел, устал, что ли? Столько лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь. Пластиковые поножи, сосуд с медом. Представляете, да, вот обоев не было. Рисовали вот такие вот всякие разрисовочки. А сейчас бумагой лепит. Ты тихо, ты тихо, ты все, остынь, остынь. А что это за древняя табличка? Так, снаряжение, видимо, в подсумке, да, искать? Нет. Нет, нет, нет. Ох ты, тут сколько всего-то. Миха текет от разнообразия этого. То есть кого-то еще мой орелик подметил, а кого-то нет. Я засветился. Сейчас будет драка, друзья. Первый пошел, второй. Тихо. Ха-ха. А тут это дают люляки. Не, щиточек нужен. Щиточек и меч какой-нибудь по увесистей. Тяжелый. И типа все заново. Заметят, мне не сдобровать. Блин. Ну так ж нельзя. Столько лет на Кефалинии,
знал, что дворец Одиссея находится здесь. Спартанское копье. Хорош. Так, все. Здесь нет. Щиточков нету. Но это плохо. Не, серьезно, это плохо. Тут либо меч, по-моему, кинжал, да, как на картинке, либо двурук. Двурук очень медленный. А чё ж я сам-то вот торможу? Ну, кушечка же есть. Сказали же, парировать, кушечка. Правда ведь? Правда. В бою. Забываюсь. Типа вот, раз. Опа. Меня кто-то подметил, что ли? Или тут говорят о том, что очень опасный противник для вас? Тут либо двуручное оружие, либо меч, кинжал, и во второй руке у тебя копье Леонида. Тут еще какие-то ачивки, смотри, там убил, там так или так. Да, тут опасный противник, он гуляет. Так, вот этого товарища смогу с лука убить? Нет. Храм. Что это? Теперь... Да что ж ты... Заметили, да? Пока что нет. Пока что нет. Так, по развалинам. Давай туда. Ой ты, это же этот смертельный номер. Что это было? Свистнем ему. Вернусь на пост. Типа не слышит, ага. О, посмотри, я одного тут убиваю. Икар там другого убивает. Эй, выпусти меня. Там еще и волк, блин. Слушай, ну как так-то? Меня, блин, пес убил. Да офигеть. Не, серьезно, сложно, интересно. Почему волк на собаку не сагрился? Она с топором бежит.
И это все заново? Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Обалдеть. Столько лет на Кефалинии, а я и не знал, что дворец Одиссея находится здесь. Так, все. Тогда я уже вспоминаю. И лут, главное, тоже небось забирается, да? Тот, который я добыл, но меня убили. Угу. Это сундук. Так, записка. Просто реально непонятно, почему я их не вывожу. Удар пропустил и все. Не, ну сложность, да, хорошо, я понимаю, сам поставил, но... Напоминает опять же что-то из метро. 2 удара, все, до свидания. Роковое увлечение, Греция. Если отправишься на север по следам Одиссея, ты найдешь дом разведчика Кос в Итаке, где Одиссей встретил Афину. Она помогла ему изменить внешний мир и избавиться от женихов своей жены. Найди награду заранее на зарезанной козе. Так, давай посмотрим, что там за сундук. Да какой ты? Хорош! Волк! Иногда местная фауна тебе помогает. Пока можешь убить какого-нибудь негодяя, его могу скушать. Иногда местная фауна тебе помогает, когда бежишь убивать какого-нибудь негодяя. Ну это я понимаю. Я сейчас предполагаю, что у меня оружие не по уровню точно. И типа следует поставить помощнее какой-нибудь ствол. Ну, либо прокачать имеющий, который на мне. Вот, опять же, тут где-то у нас сокровища. Вот здесь вот получается, да? Возможно, это в самом храме. Ты топором попади, брат. Попал. Погнал там по камням, по всему. Там еще волк. Ну, это не волк. Ну, типа, надо научиться все равно против них воевать. Так, еще древняя табличка, кажется, здесь вот. Да. Вон, видишь, волки? Это не собака, это волки. И они не нападают на вот этих стражников. Они именно на меня нападают. Она чуть всю команду не вылезла. И денег мы не получили. Найдем добычу. Не убью. Вон стоит волк. Но как бы по сути-то он видит его. Напали. Шикималич, здравствуй, добро пожаловать, располагайся. Зарубили, да? Ну,
shift. Я все забываю, shift. Подожди, охрана идет. Охрана, оленя. Орел. Кто там? Подожди. Клянусь Аресом. Что это? А вот Арес, бог войны. Не молись Аресу, а он тебя там слышит что-то там. Кто-то со мной шутки шутит. А? Что это? Как будто кто-то зовет. Да. Свистун в кустах. Предельно аккуратно надо. Так, если я свистну, кто подойдет? Что-то привлекает мое внимание? Так, есть еще один. Верхний стоит, смотрит. Что еще? Я тебя не... Сдохни! Да куда ж ты? Блин, а у меня все, у меня хп нету. Ребята, подождите. Подождите, неохота умирать-то, столько выполнил. Идут. Кульки за мной. Так, ХП восполнилось. Кажись, мы их забайтили. Тихо, козлик. Тихо, ты не хулигань. Четвертый уровень не затащил. Там еще сейчас где-то собака, мне надо верхнего убить. Тихо, ты куда ж ты? Не-не-не-не-не-не-не. Да не, ну не может быть. С лука расстрелять не получается. Короче, типа надо уровень прокачать и прийти сюда с 4-м, а не с 3-м. Я так долго буду мучиться уже. Какая попытка-то. Попробую найти укрытие. Да, ищи укрытие. Оно нам не поможет. Типа, видишь, как надо по стелсу пробовать проходить. Табличку вот эту, да, забрать. И сундук забрать, и все. И можно отсюда текать. А я пытаюсь тут всех, короче, выцелить. И нам обязательно надо храм еще при этом найти. Это 2 удара мне с лука. 2. Сложность максимальная. Там типа можно ее изменить. Но я думаю, пострадать интереснее будет. Да, рановато. Плюс тут будет еще квест. Рановато. Но мы сейчас, смотри, мы вот здесь вот сейчас забираем сундучок. И там пробуем собаку опять же забайтить. Как-то убить, может быть, или подбежать освободить. Вот здесь я его убиваю, 4-й. Но это со спины. Ух ты, куда ты его бросить? Вот. Якобы пройдена область. Но там
Дворец Одиссея. Область исследована. Исследована, но не зачищена. А там еще какой-то стоит паренек в клетке. Или как они его там держат? Вот, я хотел его освободить. Но там псина еще при этом. Псина плюс волки. Сейчас попробую вот сюда вот куда-нибудь спрятаться. Это что такое? А, это подношение каких-то сумок. О, там 3 волка. 3, блин. А там пес. Должен быть. Сейчас посмотрим. Солдат в легких доспехах. То есть вот этого я еще могу убить. Это лучник, он не такой, по идее, должен быть плотный. Я пса не вижу. Эй, выпусти меня. Уходим, уходим, уходим. Пойдем отсюда. Драться можешь? Разумеется. Пойдем отсюда, драться можешь? Пойдем, провожу. Там, правда, будут сейчас волки. Куда? Куда ее? Куда? Все? Блин. Он мне на полу лица просто прокатился. Там волк, помоги. Мать. Драться можешь, да, и стоит. Так, что с тобой? Спасибо. Пожалуйста. Как я могла попасться? Я еле справился. Ну и так я слишком опасно, чтобы ходить в одиночку. Но ты делаешь... Да, 2 удара. 2 удара с лука и все, хардкорная игра, как Dark Souls. Ну, типа, ну, сложность, да, такая. Тяжеловато. Прав. С шайкой разбойников я не справлюсь. Проводишь меня до дворца Одиссея? Я заплачу. Дворца Одиссея? Да, провожу. Провожу тебя до дворца. Что ж, мне повезло. Как тебя зовут? Алексиос? Я Одесса. Меня назвали в честь Одиссея. Зачем тебе туда? Во мне течет кровь Одиссея. Я странствую. Ты потомок бывшего царя Итаки? Того, кто создал троянского коня и сразил циклопа. Того, кто побывал в землях лотофагов. Главного героя Одиссеи. Да, верно. А что? Ты не первая, кто так говорит. Ну, увидеть дворец может любой человек. Нет, альтернатива есть по поводу двуручки. Просто тут либо ты скрытый с клинком бегаешь, либо ты с двуручкой как воин бегаешь. Но я одел доспехи воина. И поэтому топор подвойно. Вот, возможно, копье тоже будет для воина. Там как-то надо с перками, в общем, сочетать синергию доспехов, оружия, видимо, и так далее. Альтернативы есть в любом случае. Лук есть, кинжал. Ну, вот там вот The Richard где-то написал, тут копье в одной руке будет и кинжал в другой, либо двуручка. Вальгалу в Steam завезут, знает кто. Фух, я без понятия. Без понятия. Может быть. Отправимся ко дворцу. Я через лаунчер Ubisoft играю. Вот тут снаряжение. А вот здесь вот, я не знаю, похоже на щит, что будет. Ну, это похоже. Но The Richard, как знающий игрок, говорит, тут нет щитов. По следам Одиссея ты найдешь дом развозчика Кос.
Перчатки 4 уровень. Дричер говорит, а я бегал, говорит, не качал шмотки. Да тут тяжело не качать шмотки, я не знаю. С 1 уровнем. Бродячая акула, я выполняю квест. Как я тебя должен проводить-то? Ты дай мне хоть 4-й-то апнуть. Нет, это второе оружие, которое можно будет менять, нажав на T. Буду осторожен. А? Ты смотри, ее надо проводить. Ее надо сопроводить. Я куда? Да там стражников-то, смотри, сколько. Если она мне сейчас будет помогать драться, это хорошо. Только она определенно этого не хочет делать. Меня начинает стрелами обкладывать. Да я тоже так могу. Лучник видали как? Блин. Откуда он подстреливает? Кажись, вижу. Хорошо. Еще кто-то огнем там что-то бьет. А, это она и бьет. Ой, это ж моя. Я ее сразу бить. Ну а что делать-то? Союзник пусть залазит, а я уже сразу с ноги его скидывать там. Так, нет, не подобрать, собрать. Да там вон, видишь, вон, опасные. И уровень почему-то не дает. Мне прямо чуть-чуть осталось до уровня, не дает. Куда ты, говорит? Вот туда я все. Как я его должен убивать? Ты мне будешь помогать? Я начну. Так, а где у них тут, собственно, стрелы-то вообще есть? Понятно, что непонятно. Так, сверху давай глянем. Восемь стрел забрал. Да, пойдем как раз пока этот ушел. Это все? Руины? А чего ты ожидала? Не знаю. Попадаются, но Величие. их можно крафтить. Меня назвали Одессой. В честь славного Одиссея. Я надеялась, что смогу лучше понять его. Ну и? Поняла? Так, надо отсюда сваливать, потому что тот чувак сейчас подойдет, он меня убьет. Там. Пойдем к кораблю, я заплачу там. Я не против. Я его не убью. Если лук настолько хорошо дамажит, то, к примеру, смотрите, да? Каменный кулак, насколько я его пробью? Вообще ни насколько. А убьет он меня, наверное, с одного присеста, если попадет.
Вставай, братан. Стой, 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 там стрелы, что ли, или что это? Монетки. Вот, это тебе. О, спасибо. Разочарована. Почему это место так важно для тебя? Ты смеешься? Одиссей жил здесь, правил. Он положил конец Троянской войне, ушел от Сциллы и Харибды. У него было все. Преданность, любовь, боевой дух. Он привлек к себе внимание богов и поплатился за это. Зато он стал легендой. Ты тоже можешь стать легендой. Ты полна решимости, это мило. О, а давай проявим. Так уверена, что придешь к цели. Не люблю, когда меня так называют. Ну я типа это самое. Могу придумать что-то еще. Ладно, ты мерзкая. Ладно, ты мерзкая. Я не так выразилась. Ну как ты хотела? Не пойму, ты шутишь или нет. Ну, что думаешь? Думаю, что мне стало гораздо легче. Сама выбирай, да, какая-то? Много желаний. Стать великой, как Одиссей. Не знаю, с чего и начать. Все в твоих руках. Быть великим непросто. Мне нечего тебе посоветовать. Если ты хочешь стать великой, как Одиссей, действуй. Хитроумие принесло ему славу. А что можешь ты? Я проделала долгий путь. К руинам жизни Одиссея. Лучше живи своей. Не следовало просить совета у наемника. Уйди. Да он тебе правильно говорит. У тебя своя жизнь. Твори добро. Нет, надо под кого-то там подстраиваться, куда-то там смотреть, да? Опа. Чего там? Вот, запас здоровья увеличен. Вот, друзья, сейчас что-то мы, наверное, и выберем. Курточки у нас там всякие пока слабоватые. У нас с вами воин. Shift и кнопка, смотри. Где, чтобы усилить атаку? Отпустите Shift для усиленной атаки. Выбери способность, чтобы ее использовать. Но это таранить. Мне пока что, наверное, все-таки не до тарана. Его нельзя, оказывается, сразу-то улучшить. Да, типа. Отменить выбор нельзя. Нажмите единичку. Выполните больше кампаний, заданий. То есть качай что-то другое он предлагает. Держите, чтобы прицелиться точнее. Понятно, понятно. Не все так просто. Ну и тут также то же самое. Типа дальше, говорит, прокачивайся. Разблокирована новая гравировка. 2% урона воина. Так, ну и будем дальше искать. Это у нас где-то... Не око за око, а вот бродячая акула. Чтобы некоторые способности улучшить, надо будет прокачать копье Леонида. Копье Леонида? А я его пока тут не вижу. Это копье Леонида. Пройдите больше точек синхронизации 24. Короче, мне надо угла обзора 24, возможно. Это какая-то ачивка. Нажмите Т для смены оружия. А где оно само копье? Его здесь нет уже ведь. Оборонительные приемы, да? Оно вот здесь должно быть. Ну-ка. Нет, и сейчас его нету. Да, рановато, рановато. А по поводу храма, возможно, это вот он. Этот храм. Под водой. Предполагаю. Дворец Одиссея. Так, ладно, друзья.
Будем, наверное, на этом потихонечку заканчивать. А сегодня начали Одиссея. Ну, в целом любопытно, интересно. Конечно, это все прокачка. И через 15 стримов я скажу, я употел. Но пока все вроде как ничего так идет. Квесты интересные. Что-то стоит задуматься, поискать. Драка вообще огонь. Не с первого раза дается. Вот, давайте будем прощаться с вами до завтра. Одиссея мы отложим. Завтра у нас будет... У тебя в руках, и его можно только прокачать. Убирается только когда пользуешься двуручным оружием. Понял. Оно убирается, когда пользуешься двуручным оружием. Сейчас, секунду. До завтра. Хорошего продолжения дня. Понял. Благодарю. Ну, короче, копье, да, там наконечник. Я потом разберусь, я думаю. Вот, спасибо. Вот, ребят, да, будем прощаться до завтра. Завтра у нас Metro Exodus DLC проходим. Вчера основной прошли кампанию с вами. DLC проходим. 2 полковника, потом историю Сэма. А Одиссеи продолжаем также время от времени. Давайте, всем спасибо, всем удачи. Спасибо, что забегали, что поддержали, нашли время. Здоровья вам, добра. С вами был Мишаня. Всем пока.